Привет всем, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Как и обещал, сегодня у нас видос о том, как подсоединить Galaxy Watch 4 к смартфону Huawei без сервисов Google. Вот это нам предоставляет связной такую возможность, поэтому идем туда. Идем туда. Уже познакомился там с девушкой, ну и со всеми с ними. Естественно, они нам предлагают или предоставляют такую возможность. Настя, какой телефончик дашь? Honor 10 X Lite. Давай. Сейчас Настя нам достанет этот телефончик, и мы начнем с самого начала испробовать ту программку, которую мы сделали. Спасибо. Пожалуйста. Так, значит, запускаем телефончик. Как видите, он с самого начала нульс просто. Поэтому мы настраиваем пока его, подготавливая к основной задаче. Так, теперь, дорогие друзья, у меня на флешечке все файлы, которые нужны. Я просто их беру с флешечки и копирую во внутреннюю память данного устройства. Для того, чтобы потом осуществить, так скажем, все установки. Я туда Samsung Health монитор хочу установить впоследствии. Но сначала, естественно, просто подсоединить часики. Но файлики все мне будут нужны в принципе. Постараюсь, чтобы вам все было видно и понятно. Устанавливаем модифицированный Galaxy Wearable, который позволит нам с вами соединить наши Galaxy Watch 4 с Huawei без сервисов Google. Скачать вы его сможете в описании видео. Ставим, даем ему все разрешения, как полагается, и продолжаем дальше. Так, ну все, дорогие друзья, начинаем потихонечку соединять. Запускаем Galaxy Wearable, включаем Bluetooth. Начать поиск. Даем все разрешения, галочки там эти все включаем. И по новой начать. Опять подтверждение. Здесь опять подтверждение. Геолокации. Всего остального. Иначе не получится ничего. И начать. Все, начинается поиск. О, видите, все, поиск удался. Это модифицированное приложение. Именно поэтому он и увидел часы. В другом случае, если вы установите оригинально, оно и не увидит даже вообще в принципе. Так, ожидаем. Все, подтверждение, соединение. Даем подтверждение и нажимаем ОК. Забыл подключить Wi-Fi, потому что он же должен скачать плагин Galaxy Watch 4, а я забыл его включить. Поэтому у меня был сбой установочки. Сейчас включил. Опять по новой запустил. Смотрим, соединение сейчас. Все, установилось соединение и начинается скачиваться плагин Galaxy Watch 4, который нужен обязательно. Ждем его установки полной. Там потом, естественно, надо будет дать несколько разрешений и еще одного плагина для установки. Так, продолжаем дальше. Ожидаем скачивания. Оп, опять просит соединение на часах. Нажимаем соединение, подтверждение и не обращаем на это внимания. Он сейчас как будто бы загрузится по новой. Ничего страшного. Просто идем дальше, ни на что не обращая внимания. Ждем, когда все загрузится и установится. Так, еще просит установить гугловский плагин Wear OS. Тоже его ставим, соглашаемся на все как бы. И продолжаем дальше. Все готово. Так, запускаем Wearable по новой. Начать. Опять выбираем устройство. Есть. Опа-на. Вот теперь, оказывается, надо еще дать разрешение на соединение по Bluetooth. Ставим все галочки. И вводим пин-код. Я даже не ожидал, что здесь так все сложно просто. Но... И опять, несмотря ни на что, по новой запускаем Galaxy Wearable. Так, ожидаем. Так, выбираем наше устройство. Не срослось. Повторный поиск сейчас будем нажимать с вами.
Ага. Повторный поиск. Подтверждаем соединение на часах и на смартфоне. Так, дорогие друзья, сдаваться не будем. Опять в очередной раз запускаем Galaxy Wearable. Начать. И посмотрим, что дальше будет. Так, выбираем устройство наше, как обычно. И ждем. Самое главное в этом деле не сдаваться в любом случае. Так, что-то происходит. Ага, опять загрузка плагина. Быстренько ждем, как она у нас загружается. И продолжаем дальше. Так, плагин загрузился. Теперь мы его устанавливаем. Ждем полной установочки. И продолжаем дальше. Да, задача не из легких. Готово. Запускаем Galaxy Wearable опять. Начать. Выбираем устройство и ждем. Опа-на! Так, это вход в аккаунт Samsung. Мы пока это дело, наверное, с вами пропустим. Все пропускаем. Здесь даем все соглашения, ставим все галочки абсолютно. Иначе ничего не получится. Окей. И идем далее. Разрешаем. Это для того, чтобы Galaxy Wearable и плагин Galaxy Watch 4 видел все соединения. Там контакты, смс и все остальное. Все, готово. Принимаем. Так, дорогие друзья, теперь вроде как пошло последнее уже соединение именно с часами. Уже не установка, не плагинов, ничего, а именно идет соединение с часами. Поэтому ждем окончания и дальше посмотрим. Дай бог, чтобы у нас все срослось, как говорится. Так, дорогие друзья, дальше продолжаем. Нажимаем «Далее». Так. Все, ну это уже точно последняя стадия соединения. 100%, ребятушки. Дожили мы до этого моментика. Хочу сказать, конечно же, все сложно. Но, тем не менее, как вы видите сами, вроде бы все идет к завершению. Еще немного ждем. И я думаю, что у нас точно все срастется. Несмотря ни на что. Так, разрешение приложений предустановленных на устройстве. Да, конечно, разрешаем. Так, и ждем. Зачем-то Galaxy Store там, хотя он в принципе не нужен. Так, настройка завершена. Ну, смотрите, соединение установлено. Все, часы сейчас прогрузятся до конца. Все встанет. И я думаю, будет нормальненько. Так. Так, как видите, здесь нет магазина. Ну, Google Play нет, естественно. Но это, в принципе, не беда. Придется просто все приложения устанавливать с помощью костыликов. Есть два способа: через смартфон и ПК. Ну и оба этих способа установки, в принципе, есть у меня на моем канале. Делается это легко. В отличие от Tizen, Navier, OS вообще установка приложений без магазина просто легкая. Так, сейчас идет обязательная демонстрация, что да как. Интересно, я, короче, 355 раз, бывает, на дню переустанавливаю свои часы с другими смартфонами, да, или вообще даже со своим. И постоянно одно и то же мне приходится вот это вот проходить первичную настроечку. И никак ты ее не обойдешь. Зачем они так сделали, понять не могу. Если бы сделали еще по выбору, что можно было выбрать и отключить. А так надо обязательно все сделать, как показано. Так, ну все, как видите, связь есть, все работает. Сейчас еще посмотрим приложение мы. Так, как видите, даже есть Samsung монитор здоровья для измерения ЭКГ и артериального давления. Но, естественно, он работать не будет, надо будет ставить модифицированный, о чем будет следующее видео. Так, ну, значит, дорогие друзья, как вы видите, соединение установить можно. Тем более, вчера еще девушка мне одна написала, что она тоже с помощью этого приложения все-таки установила себе
соединение также с Huawei без сервисов Google. Все работает, видите, циферблатики, все дела, все есть. Вам напоминаю, вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал.